Добрый день, жители Европы, добрый день, представители Европарламента. Я обращаюсь ко всем, кто не желает больше жить под угрозой военной агрессии со стороны России. Время пришло. Появились благоприятные условия для устранения этой угрозы. Развязав войну в Украине, напав на независимое европейское государство, имперский режим Путина в очередной раз показал свою агрессивную сущность. Надеюсь, что уже многие поняли, что переговоры с этими бандитами бесполезны. Стали востребованы другие механизмы подавления агрессии этих варваров. Одним из таких механизмов мы видим оказание военной помощи Украине. Поставки вооружения, гуманитарные миссии. Все это хорошо, все это своевременно, но этого недостаточно для того, чтобы устранить угрозу в принципе. Военное вторжение со стороны Российской Федерации – это лишь следствие стратегической политики российского государственного управления. Идеологическая группа «Северное братство», состоящая из граждан России, готова создать политическую силу, способную заменить агрессивную имперскую политику Кремля на политику создания новых, независимых, национальных унитарных государств. Мы сторонники деимпериализации Российской Федерации и имеем сплоченную группу единомышленников разных наций, проживающих на территории Российской Федерации. Мы имеем стратегический план работы и уже долгие годы активно работаем по нему. Северное братство предлагает Европейскому Союзу рассмотреть вопрос о механизме создания политической силы в противовес имперской политике Путина. Мы предлагаем Европейскому Союзу выступить в Организации Объединенных Наций с инициативой создания новой профессиональной политической структуры, объединяющей представителей народов России, желающих обрести свою независимость от Российской Путинской империи. Такую своеобразную Лигу наций свободных народов России под патронажем Организации Объединенных Наций. Мы предлагаем выступить с инициативой признать полномочия этой организации как легитимной организацией управления современной Россией с правом подписания международных договоров и конвенций ООН. На основе создания этого альтернативного органа управления Россией вывести из членов ООН преступное правительство Путина. Замороженные активы Российской Федерации направить на финансирование этого нового органа управления Россией. Задачи Лиги наций свободных народов России включают в себя формирование национальных правительств на построссийском пространстве, определение будущих границ, будущих национальных государств, разоружение, обеспечение коллективной безопасности, а также урегулирование политических и экономических вопросов между странами. Новое правительство России даст возможность сохранить ранее заключенные международные договора и союзы, создать новые, более эффективные условия экономического сотрудничества с построссийской территорией. Сейчас единственным непреодолимым препятствием по сохранению выгодных проектов с участием иностранного капитала является преступный режим Путина. Санкции лишают рядовых иностранных инвесторов заслуженных доходов от своих инвестиционных вложений. Мы предлагаем мировому сообществу задуматься о конструктивном подходе к изменению сложившейся ситуации, не лишать свои страны и своих граждан перспективы развития. Не нужно отказываться от ресурсов и экономического потенциала России из-за кучки террористов, узурпировавших власть. Мы предлагаем начать процесс формирования новой, адекватной команды управления Россией.